Добрый день, друзья! Тему этого видео подсказала одна из моих подписчиц, Ирина Ермакова, прислав вчера на WhatsApp мне видео своей орхидеи. Сейчас это видео появится. В этом видео два верхних листика срослись в трубочку, и она не знает, что дальше с ним делать. Потеряна ли в этом случае точка роста или разрезать листики, или оставить все как есть. Я посоветовала оставить все как есть, точка роста в этом случае не потеряна, просто два листика срослись вместе. От чего же происходят такие мутации? Орхидея недавно куплена. Еще нет года или полтора, как она живет у моей подписчицы. И вот сейчас у этой орхидеи происходят гормональные изменения. То есть, конечно, вчера они начались. Когда мы покупаем орхидею и не знаем, чем ее удобрял или стимулировал к росту и цветению производитель, мы можем получить такие мутации, потому что производители чаще всего для выращивания орхидей используют гормоны. Причем какие гормоны? Мы никогда с вами не узнаем, но это держится производителями в секрете. Но за год же они выращивают нам орхидею, которая в природе должна расти 3, а то и 5 лет до цветения. И хочу вам показать свои орхидеи. Тоже одни недавно купленные, не прошло еще и года. И что они творят на вот этих старых гормонах. Те орхидеи, которые у меня 2-3 года, таких мутаций я уже не вижу. И еще один часто задаваемый вопрос. Почему вы не показываете препараты, например, циркон, эпин, ребаф, цитокининовую пасту? Вы что, о них ничего не знаете? Нет, я очень много знаю об этих препаратах. Сюда же относится еще и жива. Все эти препараты у меня есть. Все эти препараты не распечатанные, я ими не пользуюсь. Для того, чтобы использовать какой-то из препаратов, я сначала внимательно изучаю их состав, что в них находится. И вот в этих во всех препаратах есть гормоны. А еще есть вот такая цитокининовая паста, которая для меня является самым большим злом. Я стараюсь в выращивании своих орхидей не использовать никаких гормонов, потому что в желании очень быстро нарастить корни или получить великолепное цветение, прямо вот чтобы были шапки цветов, да, часто используются гормоны моими, может быть, подписчиками, может быть, зрителями. Кто-то из блогеров их советует и говорит, что ничего в этом страшного нет. Да, если вы готовы использовать гормоны, может быть, ничего страшного нет. Я не готова использовать гормоны для роста и цветения моих орхидей. У меня на заднем плане стоит орхидея. Это мультифлора Pink Dream. Покупала я ее 1,5 года назад. Вот так прекрасно орхидея цветет без всяких гормонов. Только удобрения. И больше я ничего не использую. Так вот, то, что я вам хочу показать. Вот эти 3 орхидеи, которые у меня сейчас стоят на столе, они недавно куплены. И посмотрите, что творит. Это Майтай. Она выпустила цветонос. И посмотрите, какого дракона она мне пытается растить. Сейчас начали подрастать вот эти маленькие цветоносики, но в тот момент, когда она его начинала растить, ну, во-первых, он кривой, с какими-то тут... Это не покусы никаких вредителей. Вот так она его растила. Попыталась еще второй цветонос там вырастить, не получилось у нее ничего. Она прекратила рост. Оказалось сложно навести на резкость и понять, что происходит с этой орхидеей, поэтому я подержу белый лист для того, чтобы видно было этот цветонос. Она
какой-то момент перестала расти цветонос, долго думала и потом начала выпускать вот такие рога от этого цветоноса. То есть у нее сейчас такое преобладание гормонов, что она хочет, будет что-то делать для того, чтобы использовать эти гормоны. А гормоны чаще всего влияют или на рост, или на цветение. Ну, как часто пишут, намажьте почку цитокининовой пастой, и у вас вырастет или цветонос, или детка, или, когда я 10 лет назад купила эту цитокининовую пасту, у меня выросли из одной почки там куча каких-то мутантов. После этого, и, кстати, орхидея, из которой выросли эти мутанты, потом погибла. Мы не можем дозировать правильно эту цитокининовую пасту. Там написано на упаковке, что намазать надо совсем чуть-чуть, со спичечную головку. Но как производилась паста, сколько там, каких, опять же, гормонов, нам непонятно. Поэтому у кого-то получается, у кого-то нет. Но мне не нравится это все. Я ее использовать перестала, попробовала пару раз и больше не буду. Ну и после производителя получаются вот такие оленьи рога. Еще один цветок, который хочу вам сейчас показать. Первый раз алабастер процвел прекрасно, а при втором распуске срослись лепестки. Не на всех, конечно, не на всех. Вот на одном такой сросшийся лепесток. Мутация, язык такой неровный у него, а остальные цветочки нормальные. Корявые листики. Это тоже действие гормонов. Как же вам показать? Вот смотрите, вот здесь вот растет корявый лист. И когда покупаем и видим, что есть корявый лист, может быть, дальше продолжатся эти корявые листы, может быть, нет. Очень часто в прошлом году задавали вопрос. У меня растет новый листик. Нельзя трогать цветы. Растет новый листик, растет закрытым, как будто закрытым капюшончиком. Вот этот лист рос точно так же. Он был параллельный вот этому листу и был совсем закрытый. И когда он начал открываться, он сам вот так порвался. Ну, и справился. Но смотрите, все равно какие-то есть полоски. Все равно чувствуется присутствие гормонов. И пока наша орхидея не переработает эти гормоны, могут случаться вот такие мутации. Если у кого-то были такие примеры, вот после покупки сразу, напишите, нам будет тоже интересно посмотреть. А еще одну орхидею хочу вам показать, потому что я ее часто показывала в прошлом году. У нее был цветонос, на цветоносе выросли сначала одна детка, потом вторая детка. Биглипчик такой. Одну детку я подарила, одну детку отсадила себе. Думаю, ну хорошо, в прошлом году... Нельзя, Рич, нельзя, не мешай. Он, наверное, принес игрушку и положил в цветы. Никуда он ее не принес и ничего он не положил. Иди ищи игрушку. Нету... В цветы. Да куда там в цветы? Думаю, ну все, с детками Биглип закончил. Наконец-таки я в этом году увижу его цветение. Не тут-то было. Может быть, конечно, у него тоже еще остались гормоны, а может быть, он сам решил вот так расти. У него
корень растет из точки роста. Я заметила это 2 недели назад, и сегодня перед съемкой, когда взяла этот горшок, у меня создалось такое впечатление, я даже очки пошла надела, чтобы посмотреть, по-моему, там еще один корешок появился. Сложно будет увидеть это в камеру, но корень из точки роста. Хорошо, когда цветоносы с точки роста, хотя бы цветение увидим. Но здесь корень. Но раз нет точки роста, значит, что мы будем ждать? Детку. И опять же сегодня я увидела, что он выпустил еще и детку. Вот такое растение, которое не хочет цвести, а хочет только деток выпускать. Ему все равно холодно, жарко, какая температура, какая влажность. Ну вот так устроено вот это необычное растение. Ну и детка там растет такая крупная. И корень чудесный. Ну и опять мы не увидим цветения этого биглипа. Вот так после гормонов бывают такие фокусы орхидеи. Если у вас есть такие примеры, напишите, мы с удовольствием почитаем все вместе о каких-то необычных явлениях на орхидеях. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Давай игрушку. Мишельчик, давай. Ну, дай мне игрушку. Так. Почему всегда, когда идет съемка, кому-то хочется играться? М?